Привет, куберы! Очень долгое время у компании GAN не было других кубиков Рубика, кроме 3 на 3. То есть они на протяжении примерно 4 лет с 2013 года делали только кубики 3 на 3. Потом у них появился кубик 2 на 2, если я не ошибаюсь, в 2017 году. Далее появился кубик 4 на 4, и не так давно появился прототип Мегаминкса. Если ты хочешь быть в курсе самых горячих новинок от GAN, а именно Меги, спидкуберского рюкзака, а также новой флагманской трешки, то обязательно досмотри это видео до конца. GAN Megaminx. Прототип на фото и видео, которые оказались доступны общественности, был изготовлен из черного пластика, но это вовсе не означает, что финальная версия будет тоже из черного пластика. Что-то мне подсказывает, что есть вероятность, что будут делать Мегу из цветного пластика, но это лишь догадки, которые основаны на том, что прототип GAN 354M, про который я рассказал первым пару месяцев назад, был тоже из черного пластика, а сам кубик в итоге оказался цветным. Все же я узнал, что должна быть именно цветная версия, поскольку уже у них появилась технология, которая позволяет им делать головоломки из цветного пластика, которой раньше не было, и поэтому GAN так долго не могли сделать цветные версии кубов. Важно сказать, что Megaminx магнитный, но это не единственная его вариация. Также будет немагнитная Мега. Магнитная же Мега будет весить 115 грамм, а немагнитная меньше 100 грамм. Это очень мало, скорее всего это будут самые легкие Мегаминксы среди всех существующих. Как они это делают, я не представляю, но это впечатляет, так как самая топовая Мега от X-Men V2M от Mafang тяжелее на 15-20%, и ее масса составляет 140 грамм. В Меге GAN будет применена их фирменная запатентованная крестовина IPG, про которую я уже рассказывал в видео про GAN 354M. Она изготовлена из сочетания металла и пластика, и все это будет крепиться фирменными гановскими гайками, точно такими же, как на GAN 354M. Я уверен, что комплект гаек будет единственным и несменным, как на кубике 4 на 4, а все это добро будет запаковано в фирменный обновленный бокс от GAN. Цена пока неизвестна, и на мой взгляд она будет запредельной, поскольку Мега состоит из кучи деталей, каждая деталька с магнитом, я думаю вы понимаете, к чему я клоню. По затратам на проектирование и сборку мне кажется, что Мега плюс-минус сопоставима с кубиком 4 на 4, а если 4 на 4 в России стоит где-то 3700 рублей или около того, то я предположу, что магнитная Мега будет стоить в диапазоне от 3500 рублей до 4000 рублей. И это я еще не учел, что курс доллара на сентябрь 2018 года приближается к отметке 70 рублей. Немагнитная же версия, по моим предположениям, будет стоить в диапазоне от 2800 рублей до 3300 рублей. В общем, 4000 рублей за Мегу это очень много. Мега, скорее всего, получится нормальный или даже хороший, если не взирать на цену, так как Мега основана на 3 на 3, а 3 на 3 GAN делать умеют, они это показали временем. Механизм в Меге довольно стабильный, в отличие от 4 на 4, но цена остается чересчур высокой, и даже если Мега от GAN будет сопоставима с Мегой от X-Men по качеству и свойствам, то цена на Мегу GAN делает ее неконкурентоспособной, так как она выше в 2-2,5 раза. GAN будет очень сложно в этом плане конкурировать, если они будут придерживаться своей ценовой политики. По предварительным данным, дата выхода Меги запланирована на следующий год. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу и ждете ли вы выхода Меги от GAN. Хочу представить спонсоров сегодняшнего видео. Ими выступают два моих ленивых инстаграма. В них я время от времени публикую всякие разные фотографии с кубами, пока делаю видео. Обязательно посети и посмотри, уверен, что тебе понравится. А если тебе понравилось, то подписывайся. А если тебе нравится то, что я делаю на ютубе, поставь этому видео лайк и напиши комментарий по теме видео. Задай какой-то вопрос, что именно тебя интересует в данной теме, или оставь какое-то пожелание по поводу будущих видео. Будьте уверены, я читаю абсолютно все комментарии и почти на все отвечаю, если знаю ответ. Также мне регулярно приходят комментарии, мол, у тебя такие хорошие видео и такая незаслуженно маленькая аудитория. Свои видео оценивать я не берусь, а вот аудитория действительно не очень большая. Поэтому нажми на красную кнопку прямо сейчас и подпишись на канал, так как я в своих видео затрагиваю такие темы, про которые не говорит вообще никто. В каждое видео я вкладываю кучу сил и времени, стараясь сделать видео максимально цельными, информативными, интересными и концептуальными.
Поэтому буду рад любой твоей поддержке, в том числе, если ты расскажешь друзьям про мой канал. Большое спасибо. Gun Backpack или рюкзак от Gun. Это первый спидкуберский рюкзак в индустрии спидкубинга. Стильный и удобный, со строгим дизайном рюкзак, в который ты сможешь положить все соревновательные головоломки и необходимые аксессуары для спидкубинга, такие как таймер, мат. Все необходимое будет всегда с собой, этого очень не хватало, и вот такое решение наконец-то появилось. Данный рюкзак включает в себя 3 отделения. Первое — это общее верхнее отделение, второе — нижнее отделение для кубов и третье — отделение сзади для компьютера и документов. Отделение для кубов представляет из себя карманы различной величины для всех видов кубов, используемых на соревнованиях. Все это сделано в виде сетки, изготовленной из мягких поролоновых кусков, обшитых тканью и соединенных друг с другом в мягкий каркас. Благодаря этому мягкому каркасу обеспечивается сохранность и фиксация всех кубиков в своих отделениях. Основное общее отделение содержит 2 простых кармана для вещей, например, для планшета, телефона или пенала, а также надежный карман на замке в самом центре рюкзака, в который уже можно положить документы или деньги. Заднее отделение отлично подходит для ноутбуков размером до 14 дюймов, а также для папок с документами размером формата А4. Понятно, что они сделали это отделение под MacBook, так как самый популярный размер диагонали среди MacBook'ов это 13,3 дюйма. Получается как раз немного с запасом. Это отделение находится прямо под спинкой, и доступ в него осуществляется сбоку посредством молнии. Остановимся подробнее на отделении для кубиков, так как именно оно нас и интересует в первую очередь. В данном отделении 8 ячеек. По заявлению производителя в них вмещается 16 кубов размером 57 мм. Это значит, что глубина ячейки составляет 2 кубика 3 на 3 или 11-12 см. Ячейки выполнены в разных размерах, чтобы любой кубик от 2 на 2 до 7 на 7 смог поместиться и при этом плотно лежал там и не болтался. Поскольку в рюкзак вместятся все соревновательные дисциплины, это значит, что рюкзак позиционируется как соревновательный, чтобы брать его с собой, например, в другой город на соревнования. Но мне кажется, для поездок он совсем не подходит, так как у него довольно небольшой объем, а помимо кубов хочется взять что-то еще из вещей и еды. И еще, к сожалению, нет бокового, полюбившегося всем кармана для бутылки. В общем, для поездок в другие города, как мне кажется, он не сильно подходит. А вот для перемещения по городу, например, на встрече спидкуберов, он отлично подойдет. Хитрость рюкзака в том, что легким движением мы можем вытащить мягкий каркас с карманами для кубов, и наш рюкзак станет обычным рюкзаком. Мягкий каркас крепится на обычных липучках, что делает этот рюкзак вариативным. Суть в том, что общее отделение сквозное, доступ к нему есть и сверху, и сбоку. Если убрать мягкий каркас, то объем рюкзака увеличится практически вдвое, что сделает его довольно большим и вместительным для повседневного использования. Рюкзак выполнен в строгом, аккуратном классическом дизайне. Как вы могли заметить, он серого цвета с элементами черного цвета. Эти цвета являются нейтральными, а это значит, что он отлично подойдет под любой тип одежды, будь то строгий костюм или уличный стиль. Абсолютно неважно. Модель одинаково ориентирована и для парней, и для девушек, что, на мой взгляд, очень хорошо. Характеристики рюкзака. Высота рюкзака составляет 43 см, ширина 29 см, глубина 16 см, объем рюкзака составляет 20 литров, а вес рюкзака меньше килограмма, а если быть точным, 880 грамм. Спинка рюкзака выполнена из дышащего сеточного материала, что обеспечит повышенный комфорт в жаркую погоду. Рюкзак изготовлен из водостойкой ткани. Это значит, что попав под небольшой дождь, содержимое рюкзака не промокнет и останется в сохранности. Также эта ткань является очень прочной и высокоустойчивой к износу. А это значит, что рюкзак не порвется через неделю и прослужит долго. Качество изготовления по заявлению производителя отличное, швы и замки идеально прошиты, нитки не торчат. Этот рюкзак полностью состоит из каких-то прикольных мелочей, в том числе на застежках молнии нанесен фирменный логотип Gun, что по их мнению улучшит твои навыки в спидкубинге. Это сильное заявление, но проверять я, конечно же, его не буду. А теперь мое беспристрастное мнение по поводу этого прекрасного рюкзака. Официальная цена на сайте Gun составляет $80, на русские деньги это 5500 рублей. За небольшой стрит-рюкзак это очень даже много, несмотря на то, что он якобы специализированный для спидкубинга. Но я узнал, что цена в Китае составляет 369 юань, а на русские деньги это 3700 рублей. Вот в таком случае уже о чем-то можно говорить.
За такую цену, я думаю, даже можно к нему присмотреться, а вот за официальную цену GAN, я думаю, нет, так как это слишком дорого. Прежде чем я начну рассказывать про флагманский 3 на 3 от GAN, я бы хотел еще рассказать про GAN Robot. Это изобретение было представлено на отборочном фестивале Red Bull, кажется, в Европе, и там GAN представили робота, который собирает кубик за несколько секунд. Я сначала подумал, очередной робот, который собирает кубик, уже таких десятки или даже сотни по миру, и ничего нового. Но потом немного подумал, порассуждал, и мне пришла в голову любопытная идея, как использовать все эти технологии в будущем. Например, на соревнованиях. Раз робот может собрать куб, то он сможет по идее и разобрать. Можно этих роботов сделать 10 штук и подключить к компьютеру и массово скрамблить кубы на соревнованиях, тем самым заменив ручной скрамблинг. Это в 100 раз удобнее, быстрее и эффективнее. При этом исключена возможность ошибки. Пока, конечно, это даже представить сложно, но это лишь первые шаги в этой области, и кто знает, что может быть через 5-10 лет. Может быть, такие роботы будут на соревнованиях, для каждой дисциплины свой робот или универсальный для всех головоломок. Это будущее спидкубинга. Информации по поводу будущих головоломок GAN у меня еще много, поэтому если ты хочешь, чтобы я делал больше роликов по этой теме, то дай мне знать об этом в комментариях и поддержи лайком. Если мы соберем под этим видео 1500 лайков, то я расскажу про новую 4 GAN, про 5 GAN, про умный кубик от GAN, про таймер от GAN и много чего еще у меня есть, и про даты их релиза. Так что обязательно жми лайк и пиши комментарий. Ну вот и добрались до флагмана GAN 356X или 10. Не спрашивайте, откуда я знаю. Про то, что выйдет кубик с таким названием, я знал еще весной этого года. Но я не знал, каким он будет. Но я думаю, и сами GAN не знали на 100%, каким будет этот кубик. Ничем не напоминает Apple. Нейминг головоломок, стиль презентации и прочее. Вообще, наверное, не похоже. Ну ладно, дело не в этом. Неизвестно почему именно X или 10 называется кубик. Я насчитал где-то 7-8 основных кубов GAN 3 на 3. Было бы логично, если бы это был 10, я бы понял, но с другой стороны у Apple тоже не было 9 айфонов перед 10. Если учитывать именно мажорные обновления куба, их было где-то как раз 7-8. А если учитывать вообще все модели, не считая разновидности цветов, их будет где-то в районе 13. В общем, мне непонятно, откуда взялась десятка или X. Может быть, они сами расскажут в ближайшее время, когда будет официальный релиз. Основной фишкой этого кубика будет то, что у него будут сменные магнитные капсулы, и эта возможность реализована крайне удобно. GAN в своем видео показали, что сменить все магнитные капсулы можно меньше, чем за 30 секунд, и я считаю это очень круто. Известно, что кубик будет размером 56 мм, как GAN SM. Это классические размеры, и производителю нет смысла отходить от стандарта. По моим данным, кубик выйдет в двух цветах – черный пластик и цветной пластик, поскольку я видел прототипы и из черного, и из цветного пластика. Вообще, это информация от самого GAN. И именно поэтому производителю есть смысл делать два самых популярных нынче цвета – черный и цветной, не ограничиваясь каким-то одним. Данный куб будет легче, чем GAN SM. Не знаю, куда легче, мне порой кажется, что GAN SM и так чересчур легкий. В комплекте с кубиком будут поставляться 3 сета сменных магнитов – желтые, зеленые и белые. Про сменные гайки пока неизвестно, будут они в комплекте или нет, никто не знает. От комплектации, кстати, будет зависеть и финальная цена. Если комплектация будет как у GAN SM плюс сменные магнитные капсулы, то цена будет больше 3000 рублей. Если же гаек не будет, а будут только сменные капсулы, то цена будет близкой к 3000 рублей. Поскольку это флагманский куб, то есть вероятность, что комплектация будет максимальной. Внутреннее строение кубика выполнено из прозрачного пластика, что очень любопытно. Наверное, за счет этого кубик и стал легче. Абсолютно все внутреннее строение, в том числе ножка, угла и ребра, покрыты сотами. Я уже в одном видео объяснял, что это нужно для равномерного распределения смазки и лучшего трения. Мое мнение по поводу этого кубика очень простое. То, что кубик будет хорошим, я не сомневаюсь. А целесообразность смены магнитов спорна. Я не знаю, насколько это важно и вообще необходимо в принципе для спидкуберов. Но я очень рад, что спидкуберская движуха растет, производители придумывают всякие разные технологии и постоянно радуют нас интересными новинками.
Если тебе понравилось видео, поставь лайк и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые еще более крутые видосы. Подписывайся на мой инстаграм и вступай в паблик ВКонтакте. Добавляйся в друзья, буду рад всем. Все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. На этом у меня все. С вами был ProKuber. Собирайте кубики.